Трубочки я обрезала под углом 90 градусов. Вот они у меня такие ровные, потому что вот трубочка имеет вот здесь такой хвостик, и он может не очень хорошо смотреться в плетении, поэтому я делаю ее ровной. И таким вот образом немножечко расширяю, чтобы удобно было скреплять две трубочки между собой. Тот край, который со склейкой, обрезаем под острым углом, заминаем и вставляем в противоположный край, который мы обрезали. Когда трубочка заканчивается, вот мы видим, что следующий виток у нас уже не получится, потому что соединение будет вот в этом месте, а так как в трубочке вот эта скрутка, она бывает достаточно грубая и плохо смотрится в плетении, ее нужно обязательно срезать. Поэтому нам нужно, чтобы соединение трубочек попало вот в том месте, где они пересекаются. Это вот здесь. И нам нужно будет на этом месте под острым углом ее обрезать. Теперь делаем таким образом. Так вот нужно приплюснуть. И вот так ноготочком сделать так, чтобы она здесь была в этом месте узенькая, чтобы на нее оделась другая трубочка. Капаем клей и одеваем следующую трубочку. Как бы слегка вот так ее закручивая. Все, здесь нужно прижать немножечко, чтобы клей схватился, несколько секунд. И теперь продолжаем дальше. Сюда. Вот место соединения. И следующая трубочка, оно прикрывается. Получается, что ни с лицевой стороны, ни с изнаночной соединение будет незаметно. Когда трубочка заканчивается, обрезаем ее примерно на расстоянии 7 миллиметров, ну или даже сантиметра. Имеем в виду, что соединение должно прикрыться следующими стоечками. И аналогично наращиваем две остальные. При обратной веревочке соединение трубочек должно попасть под вот этими двумя, за которые мы заводим. Поэтому трубочку отмечаем и обрезаем таким образом. Вот. Когда трубочки заканчиваются, их нужно нарастить. Нужно сделать так, чтобы соединение трубочек попало вот на 2 миллиметра левее, вот сюда. Потому что когда у нас будут идти следующие трубочки, то здесь соединение прикроется. То есть вот пойдут следующие,
И будет вот так это выглядеть. Поэтому если соединение попадет вот сюда, чуть левее, то здесь будет его незаметно. Расстояние между стоечками увеличилось уже к тому моменту, как форма расширяется. И сейчас будьте внимательны, когда наращиваем стоечки, нужно, чтобы соединение попадало вот в то место, где трубочки у нас пересекаются. Вот примерно вот здесь. Будем добавлять стоечки, так как здесь у нас уже расстояние увеличилось. Расширяем пространство с обоих сторон от стоечек. Стоечку заминаем, капаем клей и вставляем. Я проплела 4 ряда, и теперь можно будет вставить оставшиеся 12 стоечек. Так что здесь расширяем пространство. И теперь вот в этот уголочек я уже начинаю подставлять стоечки. Так вот нужно сделать трубочки и туда внутрь вставляем стоечку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она здесь была ровная, и замять. Потом уже в дальнейшем мы ее подтянем, я покажу как, чтобы ее было незаметно. Ее нужно очень плотно здесь в уголочке зафиксировать, чтобы она не выскочила. И точно так же вставляем вот в следующий уголок. Ну и третий и четвертый угол делаем аналогично.
И когда я проплела 3 ряда, вот эти хвостики я сейчас обрежу, оставляя где-то 2 миллиметра, капну клей и подтяну стоечки, и они скроются за плетением. И теперь в этом месте нужно прижать. Здесь нам нужно будет вот эти стоечки поменять на другие. Стоечки вот эти обрезаем. Обрезаем максимально близко к плетению, чтобы вот эти пенечки смотрелись, ну, здесь маленькими, чтобы не сильно выступали. Вставлять будем спереди. Лучше, конечно, клей капать сразу же вот сюда в отверстие и потом вставлять трубочку. Так получается клея меньше и трубочка лучше приклеивается. Все трубочки приклеены. И теперь для того, чтобы скрыть переход между стоечками и трубочками, я проплету один ряд обратной веревочкой. Стараемся максимально плотно прижимать к плетению и захватывать обрезанные стоечки сзади, чтобы их было не видно.